Всем здравствуйте! В прошлом видео мы с вами вязали вот таких пупсиков, а в этом свяжем к ним конвертики. Покажу еще пупсика. Ссылку на мастер-класс этого пупсика я оставлю на видео и под видео. Переходите и вяжите. Вот такой и такой малыш. А сегодня с вами свяжем вот такие конвертики по сантиметрам. Получается с обвязкой около 15 сантиметров, 14 с половиной. Такие красивые конверты. Также у меня на канале есть мастер-классы вот подобных игрушек. Они связаны практически по одной схеме. Те игрушки, у которых нету больших хвостиков, таких вот как у белочки, можно тоже вложить вот в такие конвертики. Вот посмотрите, как красиво смотрится котенок тоже в таком конвертике. Можно зайку тоже положить вот такой конвертик. Смотрите, как мило и красиво. Также можно попробовать белочку, лисичку положить, если ей сложить вот так хвостик. Можно положить в такой конвертик и лисичку. Все ссылки на мастер-классы вот таких маленьких игрушек я оставлю тоже под видео. Переходите и вяжите, если вам понравилось. А сейчас с вами свяжем вот такие красивые конверты. Для конвертика я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. Набираем цепочку. Я набираю из 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываю столбик без накида. Итак, вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Этот хвостик ввязываем. 8, 9, 10, 11 и 12. Вот получается. Можно взять своего пупсика и вот так немного приложить, или любую другую игрушку, под которую вы вяжете конвертик, приложить и посмотреть, вот как оно получается. С обратной стороны будет еще идти такая же деталь. По ширине подходит, значит можно вязать. Еще вот замеряем по сантиметрам. Получается 9 сантиметров. Теперь вяжем поворотными рядами. Сделали воздушную петлю для подъема, развернули вязание, и в первый же столбик я провязываю столбик без накида. И так вяжу их 12 до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Получается такое полотно. Снова воздушная петля для подъема. Разворачиваем вязание и вяжем столбики без накида. Вот основным цветом я провязала 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Также можете брать свою игрушку, прикладывать, это передняя часть конвертика, и смотреть, достаточно или нет. И еще один ряд будет обвязки. И по сантиметрам 6 сантиметров. Последний столбик я перехожу на цвет обвязки. Эту ниточку отрезаем. Здесь можно завязать. Так. Сделали воздушную петлю. Эти ниточки можно обвязывать. И обвязываем 12 столбиков без накида. И вот довязали до конца ряда. Здесь ниточку не отрезаем, так как этой нитью будем потом обвязывать все изделие по краю. Берем снова основной цвет, снова набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 набираем, потому что во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3 и вяжем точно так же до конца ряда 12 столбиков. Вот получилось точно такое же полотно по ширине. И теперь вяжем поворотными рядами, так как и вязали воздушная петля для подъема, развернули вязание и вяжем по 12 столбиков. И вот провязала такой квадрат по 12 столбиков в каждом ряду. У меня получилось 11 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. По сантиметрам 9 сантиметров. И теперь будем вывязывать сверху закругление. Воздушная петля для подъема. Развернули вязание, и по бокам нужно сделать убавки. Я делаю вот таким образом. Набросила 2 петельки из 2 столбиков и провязала их. Это одна убавка. Теперь 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце ряда тоже убавка. Воздушная петля для подъема. В 12 ряду получилось 10 столбиков. Сделали воздушную петлю для подъема. Развернули вязание, 13 ряд. Снова в начале ряда убавка. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В конце ряда убавка. В 13 ряду 8 столбиков. Воздушная петля для подъема. Развернули вязание, 14 ряд. Убавка. 4 столбика. 1, 2, 3,
4 и убавка. В 14 ряду 6 столбиков. Воздушная петля для подъема и 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот получилось такие закругления. Ниточку отрезаем. Теперь прикладываем 2 детали так друг на друга. Получается такой вот конвертик. Вот здесь нитку для обвязки мы не отрезали. Так, сложили, повернули к себе и начинаем по краю обвязывать столбиками без накида. И вот так смотрим, чтобы была красивая обвязка. Так, обвязываем с обратной стороны и довязываем до уголка. Вот в уголочек сделали 1 столбик, и еще надо сделать 2 столбика. Всего получилось из одной точки мы вывязали 3 столбика. Теперь здесь тоже вяжем вот столбик в столбик и довязываем до уголка. Довязали до уголка и тоже провязываем 3 столбика из одной петельки. 1, 2, 3, чтобы нигде ничего не стягивало. По этой стороне снова вяжем так столбики без накида, соединяя 2 детали. Когда соединили 2 детали, здесь уже вяжем по одной детали. Здесь, где были убавления, провязываем до закругления. Снова дошли до вершины, вот до закругления, провязали 1 столбик, в эту же петельку 2 и 3 столбик, для того, чтобы было красивое закругление, нигде ничего не стягивалось. Этот хвостик сразу ввязываем. Довязываем до уголка. И в уголку тоже делаем 3 столбика. 1, 2 и 3. Получается такое закругление. Здесь вот немного расправить. Так. И продолжаем вязать столбики без накида. Вот когда уже практически до конца довязали, еще так 1 столбик, и теперь столбики вот за одну деталь и так за вторую, так, соединительным столбиком соединили, отрезали ниточку. И этот хвостик потом спрячем. И вот по высоте получилось 14 сантиметров. И вот теперь берем пупсика
и ложим в конвертик. И все, наборчик готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.